Название Форцен образовано от Генри Форд & Son, компании, созданной Генри Фордом в 1917 году, специально для выпуска сельскохозяйственных машин. Всего за несколько лет Форцен вырос в гиганта, который занял около половины тракторного рынка США. Его машины стоили заметно ниже машин конкурентов и фактически задали новую планку массовости и доступности для фермерских хозяйств. В 1929 году производство переместилось в Ирландию и Великобританию, а спустя еще 10 лет Генри Форд вернулся на американский рынок, но уже под маркой Ford. Британская же ветка сохранила имя Форцен и помимо базовых моделей подарила миру большое количество тандемных модификаций, а также машин, переделанных на гусеничный ход. Друзья, всем привет! Это 88-й выпуск серии Pro и тема сегодняшнего видео – тракторы Форцен. Первой моделью компании стал Форцен F – простой, легкий и универсальный. Его серийное производство стартовало в 1917 году, причем первый заказ сделало правительство Великобритании, так что первые 6000 машин пошли именно туда. Ключевая идея Форцен – безрамная конструкция. Двигатель, коробка передач и задний мост образовывали единый силовой блок, выполняющий роль несущей рамы. Это позволило сократить число деталей, сделать машину легче и существенно удешевить ее производство. Трактор оснащался четырехцилиндровым двигателем мощностью 20 лошадиных сил, трехступенчатой коробкой передач и развивал тягу на крюке около 1000 килограммов. Для сельского хозяйства он стал тем же, чем в свое время для автомобильного рынка стала модель Ford T, доступным рабочим инструментом на все случаи жизни. Трактор мог тянуть двухкорпусный плуг, приводить ременные передачи в действие стационарные машины, а главное – работать на дешевом керосине. На его базе строились гусеничные и полугусеничные варианты, а также создавались комплекты для самостоятельного переоборудования. К началу 1920-х Форцен покрывал около половины потребностей США в тракторах, а итоговый тираж модели F составил более 750 тысяч штук. К концу 1920-х Форцен модель F устарел. Фермеры требовали большей мощности, надежности и расширения возможностей по работе с сельскохозяйственными орудиями. Ответом на это стал Форцен N, выпускавшийся с 1929 по 1945 год, сначала в ирландском городе Корке, а затем в английском Дагенеме. Форцен N сохранил идею безрамного силового блока, но при этом получил двигатель мощностью 26 лошадиных сил, новое магнитозажигание и центробежный регулятор оборотов. Работать мог как на бензине, так и на керосине. Тяговое усилие на крюке составляло около 1,5 тонн. Завод предлагал пневматические шины, электрическое освещение и вал отбора мощности, что существенно повышало комфорт работы и расширяло возможности машины. В годы Второй мировой войны эти тракторы буквально тащили на себе всю страну, не давая ей скатиться в продовольственный дефицит. По данным источников, суммарный тираж Форцен N составил порядка 236 тысяч штук. Модель относилась к сегменту универсальных тракторов со стандартной колеей, но рынок менялся, а значит компании требовались новые машины. Форцен модели All-Around, выпускавшийся с 1937 по 1945 год, был попыткой компании выйти на новый стремительно растущий рынок пропашных тракторов. Машина отвечала на вполне конкретный запрос. Фермеры, специализирующиеся на возделывании кукурузы и хлопка, нуждались в тракторах с высоким клиренсом и регулируемой колеей. Самое важное требование – способность проходить между рядами без повреждения растений. Стандартный трактор Форцен этого обеспечить не мог. Технически All-Around представлял собой переоборудованный Форцен модели N с одним передним колесом вместо двух. Задние колеса при этом могли быть как стандартными, так и увеличенными. Масса машины порядка 1,6 тонны. Заявленная мощность 25 лошадиных сил. Работал также на бензине и керосине. На рынке модели закрепиться не удалось.
В сегменте пропашных машин того времени доминировала американская компания International Harvester. Однако работы над этой моделью позволили Fordson набраться опыта и привели к появлению послевоенной ветки серии N. Масштаб производства пропашного британского трактора оценить сложно. В справочной литературе цифр по нему не приводится. Fordson Major E27N сошел с конвейера в 1945 году. Он мог оснащаться четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 27 лошадиных сил, либо шестицилиндровым дизелем Perkins мощностью 45 лошадиных сил. Масса машины выросла до 2 тонн, а максимальная скорость движения до 15 км в час. По сравнению с Fordson N, Major получил переработанный задний мост, усиленную трехступенчатую коробку передач и более мощные тормоза. Мог поставляться как на пневматических шинах, так и на полугусеничном ходу. Последнее позволяло использовать трактор для самых тяжелых полевых работ. Производилась модель в течение 5 лет и на рубеже 40-х и 50-х широко использовалась в крупных британских хозяйствах, в том числе в рамках государственных и кооперативных программ послевоенного восстановления страны. С 1945 по 1952 год было выпущено более 330 тысяч единиц. Для Fordson модель E27N была важна не только как коммерческий продукт, но и как мост к совершенно новому поколению машин. Опыт эксплуатации показал необходимость разработки собственного дизеля, трансмиссии с большим числом передач и более производительной гидравлики, что в конечном итоге привело к созданию нового трактора Fordson. В 1952 году Fordson вывел на рынок модель E1A New Major, трактор, открывший для этой марки собственную дизельную эпоху. Главная рыночная задача – дать фермеру более экономичный и тяговитый трактор, не требующий сторонних доработок, как это было с дизелями Perkins на предыдущей модели. Для этого инженеры разработали четырехцилиндровый дизельный двигатель Ford объемом 3,6 литра мощностью 38 лошадиных сил. Помимо дизеля также предлагались варианты на бензине и керосине, но именно дизель в данной линейке стал основным. Трактор получил шестиступенчатую коробку передач, более производительную гидравлику и полноценную трехточечную навеску. Это позволило более эффективно использовать современные сельскохозяйственные орудия и повысить скорость работы как в поле, так и на транспортировке грузов. New Major показал себя хорошо, закрепив за Fordson статус одного из лидеров тяжелого тракторостроения Европы. Производилась модель с 1952 по 1958 год. В дальнейшем данная платформа стала основой для двух последующих моделей компаний Power Major и Super Major. К концу 1950-х годов одного большого трактора фермеру не хватало. Появился спрос на более компактные и маневренные машины, способные работать в садах и на небольших участках. В данном сегменте лидировали тракторы Massey Ferguson модели 35, и Fordson должен был чем-то ответить. В 1958 году с конвейера компании сошел Fordson Dexter, универсальный трактор мощностью около 32 лошадиных сил, выпускавшийся до 1961 года. Основным двигателем снова стал дизель, на этот раз Ford Perkins, объемом 2,4 литра. По сравнению с Major, Dexter был легче, имел более короткую базу и малый радиус разворота. При этом он сохранил шестиступенчатую коробку передач, трехточечную навеску и гидравлику, достаточную для работы с трехкорпусным плугом и другими навесными орудиями. Компактный Dexter использовался в небольших фермерских хозяйствах, в коммунальном секторе и на легких транспортных работах, а также экспортировался в США под обозначением «Дизель 2000». По оценкам специалистов, общий тираж составил более 200 тысяч машин. Одновременно с появлением Dexter Fordson модернизировал и старшую модель New Major, выпустив обновленную машину под обозначением Power Major. Производился трактор с 1958 по 1961 год и в первую очередь отличался повышенной мощностью, усиленной трансмиссией и гидравликой.
Задача Power Major – дать фермерам более мощный и современный флагманский трактор в том же габаритном классе, не меняя радикально конструкцию базовой машины. Обновленный четырехцилиндровый дизель Ford развивал около 52 лошадиных сил на валу и 42 силы на тяговом крюке. По сравнению с New Major были усилены коробка передач, задний мост, увеличена грузоподъемность навески и переработаны органы управления и приборная панель. Внешне Power Major также отличался. Трактор мог агрегатировать трехкорпусные плуги, тяжелые прицепы и работать с зерноуборочными агрегатами и силосоуборочной техникой. Параллельно в 1959 с конвейера вышел Fordson Farm Major мощностью около 40 лошадиных сил, занявший нишу между тракторами Power Major и Dexter, что позволило Fordson конкурировать сразу в 3 классах машин. В 1961 году Fordson вывел на рынок очередное развитие платформы Major, получившее приставку Super. В США он продавался под названием Ford 5000. Главная задача Super Major – обновить флагманскую модель в условиях растущей конкуренции, повысив комфорт и управляемость, а также добавить новые опции. Трактор получил обновленный четырехцилиндровый дизель объемом 3,6 литра мощностью 54 лошадиные силы, улучшенную шестиступенчатую коробку передач и модернизированную гидравлику. Среди конструктивных новшеств – дисковые тормоза, блокировка заднего моста, усиленное сцепление, а также система силового и позиционного регулирования навески. Внешне Super Major изменился не сильно. Установили фары в решетку радиатора и обновили схему окраски. Применялся Fordson как универсальный тяжелый трактор на крупных фермах и в подрядных организациях, выполняя широкий спектр работ, от глубокой вспашки полей до транспортировки тяжелых грузов. Там, где одна машина не справлялась, применяли тандемы. О них, кстати, у меня есть отдельный фильм. Ссылку вы найдете в описании. В источниках указывается, что Super Major был одним из самых продаваемых тракторов своего класса в Великобритании начала 60-х годов. Однако точные данные по тиражу в открытых источниках отсутствуют. Завершает историю Fordson как отдельной марки модель Super Dexter, сошедшая с конвейера в 1962 году. Трактор получил трехцилиндровый дизельный двигатель Ford Perkins мощностью 40 лошадиных сил, ряд доработок по гидравлике и эргономике и по своим возможностям приблизился к раннему Fordson Major. На рынке США этот трактор продавался под именем Ford 2000 Diesel. В июне 1963 года вышла обновленная версия New Performance Super Dexter, мощность которой подняли до 45 лошадиных сил. Super Dexter имел 6 передач вперед и 2 назад. На часть машины устанавливали двухпоточное сцепление, которое позволяло останавливать трактор без остановки ВОМ. Также для этой модели указываются блокировка дифференциала, гидросистема повышенной производительности и быстрозахватное прицепное устройство. На вспашке трактор расходовал до 4 литров топлива в час. На кошении травы и прессовании сена укладывался в 2. В 1964 году на смену Super Dexter пришла модель Ford с индексом 3000, и название Fordson на тракторах Генри Форда больше не использовалось. Ford Motor Company объединила европейскую и североамериканскую линейки и стала продвигать машины под единой маркой Ford. Влияние Fordson на тракторную промышленность было огромным. Во-первых, именно Fordson Model F показал, что трактор может быть массовым и доступным продуктом. Во-вторых, его безрамная компоновка стала образцом практически для всех последующих поколений сельскохозяйственных машин. В-третьих, базовые платформы Fordson привели к созданию полноценной линейки компании, разделенной по мощности и назначению, что в дальнейшем стало стандартом для всей индустрии. Всего за время существования марки Fordson произведено около 1 миллиона 230 тысяч машин, значительная часть из которых работала не только в Великобритании и США, но и по всему миру. На этом на сегодня все. Не забудьте подписаться. Всем счастья, радости, любви. Пока!